Добро пожаловать в испанскую деревню. Сегодня у нас будет необычный контент. Вы привыкли видеть дома у моря, с видом, современные. Но я решила пригласить вас на прогулку по очень необычному объекту. Находится он в городе Валле-Брега, недалеко от побережья Коста-Брава. А меня зовут Марина, вы на канале Дамлекс Реалти. И теперь поехали. И как обычно, я приготовила для вас сюрприз, о котором расскажу в конце. И, как я уже сказала, мы находимся в деревушке, в городке Валле-Брега. Вам он точно неизвестен, но место очень интересное, красивое. Вокруг нас заповедная зона, тихая, спокойная, без туристов. Вот когда мы подъехали сюда, тут петухи пели. Это для тех, кто ценит тишину, покой и умиротворение. Это для вас. Как вы уже поняли, мы находимся в старинной усадьбе. Площадь участка составляет 16 тысяч метров квадратных. Участков становится все меньше и меньше, а современных людей, которые хотят убежать от всей суеты, все больше и больше. Поэтому, если вы тот человек, кто устал от суматохи городской, от ритма напряженного вашей работы и жизни, вполне возможно, что этот объект ждет именно вас. Давайте прогуляемся по этому замечательному владению. Чем отличаются усадьбы? И если вы мне скажете архитектурой или большими участками, это правильный ответ. Но усадьбы отличаются тем, что земля, которая принадлежит усадьбам, она, как правило, ровная, потому что они удалены от моря. Чем мы ближе к морю, там у нас скалы, горы, и поэтому более гористый и неровный рельеф. А в усадьбах мы получаем раздолье. Мы меняем близость и пешую доступность к морю вот на такую красоту, когда над тобой летают стрижи. Усадьбы чаще всего имеют свои собственные скважины, что, конечно же, позволяет экономить на воде, строить бассейны больше, чем это позволительно возле моря. Во-первых, напоминаю, есть строгие нормативы, которые регламентируют пятно застройки. В бассейны в некоторых зонах тоже стали учитывать в пятне застройки. А в усадьбах, когда у тебя 1,5 гектара земли, то, конечно же, построить бассейн можно значительно больше. Тишина и спокойствие – это новая роскошь. И это не мои слова, я это вычитала в одном журнале, где как раз-таки говорили на тему того, что же сейчас нужно человеку 21 века. Это та роскошь, за которой сейчас охотятся по-настоящему богатые люди. Дом у нас выходит на 2 части. Мы зашли с вами с одной стороны, обогнули дом и попали в эту зону. Боже, как пахнет жасмин. Я не могу вам передать этот аромат, но поверьте мне, очень ароматно. Зона барбекю, раковина. Посмотрите, какая раковина. И, кстати, такие раковины в Испании можно купить на антикварных рынках. Их снимают со старых домов и с массив, где делают реконструкцию, и собственники хотят что-то более модерновое поставить. И их забирают старьевщики, перепродают. Они, кстати, недешево стоят. Вечный материал. Очень классно вписываются вот в такую концепцию домов. И посмотрите, как интересно сделано. Слив. Ну, раньше же не было канализации. Вот это слив. И уходит туда. Все в сад. Поливаются какие-то цветочки этой водой. Здесь мы жарим мясо, здесь мы что-то моем. И у нас прекрасная зона. Перед домом есть еще один вход. Мы находимся очень близко от центра городка. Тут можно пройти пешком. Это очень классно, и это очень редкое явление, когда ты можешь встретить усадьбу так близко от инфраструктуры. Потому что там у нас рестораны, магазины, аптеки. В общем, ты живешь в усадьбе, 16 тысяч квадратных метров земли, но при этом в пешей доступности
до всех городских служб. Это очень и очень редко. У нас скрытая терраса под навесом, где мы можем проводить время вот в такой жаркий день, как сегодня, в плохую погоду. Ну и, конечно, в старинных домах, что мне нравится, это сады. Вы посмотрите, какое это кустом не назовешь, это дерево. Как красиво обрамляет белый фасад. В новых домах мы такое не встретим. Новый дом, там новое все, и дом, и сад. И вот мы попадаем в прихожую этого дома. Здесь можем наблюдать нашу известную Вольта Каталана. Своды, которые строились без каких-то специальных подпорок. Я уже неоднократно это говорила. Это уникальная работа. И сейчас все меньше и меньше специалистов, кто умеет это строить. И такое мы можем встретить только в каких-то старых домах или стилизованных под старые дома. Ну и при входе нас встречает пианино. Для чего? Для того, чтобы сразу повысить вам настроение. А если у вас там друзья празднуют и пируют, музыкальное сопровождение к вашим услугам. Конечно, вы можете оборудовать здесь эту зону как хотите. Кому-то, если нужен платяной шкаф, пожалуйста, его можно поставить. Но я бы это не делала, потому что посмотрите, какое здесь панно. Тот, кто был в Барселоне, наверняка ездили на эту гору и сейчас ее узнают. Это гора Монсеррат, монастырь Монсеррат и наша темная Мадонна, которой многие паломники ездят и просят ее помочь. Ну и стены, посмотрите, какие здесь стены. Камень. Усадьбы строились таким образом, что многие комнаты идут анфиладой. Это вот как в музеях. Ну, раньше так было принято. И здесь немножечко мы тоже наблюдаем этот стиль. Из прихожей мы попадаем в комнату, которая сейчас несет функцию комнаты для просмотра телевидения, но это может быть рабочая зона, это может быть гостевая, если отделить от гостиной. Тут же у нас есть санузел гостевой. У нас здесь гостиная. Гостиная с камином. Посмотрите, какой здесь чудесный бар, выполненный в таком корабельном стиле. Очень классно, очень атмосферно. И самое главное, он идеально вписывается в концепцию этого дома. А вот теперь представьте, вы здесь каким-то зимним предрождественским вечером. Дом украшен огнями, елка. К вам приехали все те же друзья, камин. И вот вы готовите им какие-то вкусные, крепкие или не очень коктейли и напитки. Деревянные балки, конечно же, это атрибут любой испанской усадьбы. Без них усадьба не усадьба. Здесь они в замечательном состоянии, я это вижу даже невооруженным взглядом. На это очень важно обращать, когда вы покупаете усадьбу, потому что термиты и всякие жучки тоже дерево жрут, и если собственники не следят за этим, то, конечно же, все эти балки приходят в негодность, а их замена – это не дешевое удовольствие. В этом доме все стилизовано под деревенский старинный дом. Окна современные, двойной стеклопакет, но у нас есть вот такие ставни, которые тоже являются частью декора этого дома и придают ему вот эту деревенскую атмосферу. Ну и налив себе чего-нибудь в бокал, мы можем выйти и еще на одну крытую террасу. Если вдруг кому-то здесь не хватит места, вот эти птицы так красиво поют, что я начинаю тише говорить. А представьте, вы поживете здесь недельку. Ой, ваш мозг будет благодарен вам за такую перезагрузку. Если кому-то мало тех пространств, которые есть в доме, по периметру вы можете это все либо застеклить, либо перестроить и расширить этот дом. Это будет задача нелегкая, потому что нужно понимать, что в те времена дом был крепостью,
и толщина стен, и то, как они строились капитально. Поэтому перенос стен в усадьбах – это бывает дело очень затратное. У этого дома вполне прекрасная площадь для проживания, и здесь не нужно ничего увеличивать. Еще одна дверь нас ведет в кладовку и выход к парковке. Тоже очень практично, очень удобно, потому что у вас есть место, где хранить вещи, потому что в доме всегда вещей полно. Столовая. То есть от прихожей, чтобы вы могли сориентироваться, мы поворачиваем направо и попадаем в столовую с камином. Кстати, камин – герб Каталонии, и камином здесь пользуются. И кухня. Кухня вполне себе современного плана, но с такими деталями старинных кухонь, как, например, вот эта подвесная полка с крючками, да, для медной посуды. Очень прекрасно гармонирует с современной кофеваркой. Это дом для большой семьи, где любят поесть вкусно и, самое главное, готовить. Вы посмотрите, у нас здесь 6 комфорок. Готовь не хочу, все что угодно. И не забываю еще про барбекю. Мне очень нравится эта кухня, а самое главное, вы знаете, что в этом доме хорошо? В нем прохладно. Сегодня очень жаркий день, конец мая, но у нас резко наступило лето. И в доме очень комфортно находиться. Там находится гараж. Тоже для старинной Массии очень классно, что вот такая планировка продуманная. Гараж, мы приехали с покупками, и мы их занесли на кухню. Это очень удобно. Все по прямой, все без лестниц. На этом уровне у нас есть одна спальня, что позволяет разместить пожилого родственника, чтобы он не ходил, не поднимался по ступенькам. И еще у нас здесь одна кладовка. Мы не будем подснимать все, потому что там личные вещи, если не прибрано, чтобы на нас никто не обижался. У нас уже раз, два, 3 камина. 3 камина в кухне, в этой комнате и в гостиной. Идемте наверх. Сколько я не видела усадеб. У них, конечно, есть один общий принцип постройки, но в целом они все разные и неповторимые. Что их объединяет? Всегда поднимаясь на 2-й этаж, ты попадаешь еще в один зал, как и в этом случае. И уже от этого зала идут распределения по комнатам. Спальня, посмотрите, каких классных размеров. Не маленькая, с видом на бассейн. Вид тут замечательный. Для тех, кто ищет приватности, такого рода недвижимость, она максимально комфортна будет, потому что чем ближе к морю, тем меньше участки. А если есть где-то большой участок, то, конечно, это будет стоить очень дорого. Еще одна спальня, тоже вполне себе приличных размеров. И посмотрите, какой вид здесь. Я даже ради этого открою окно. Мы должны вам это показать. Идем в следующую спальню. Итого у нас уже 3 комнаты. Одна внизу, 2 здесь. Санузел с ванной комнатой. И что интересного в Массии в усадьбах? Они строились таким образом, обычно семьи же раньше были большие, чтобы распределить всех членов семьи, и они так как-то зонировано все. Вот мы были в той части Массии, теперь мы перешли в эту. У нас еще одна спальня со своим санузлом. Это уже хозяйская спальня. Размеры тоже неплохие, согласитесь. И вот живя здесь, вам не будут мешать и тревожить ваш покой домочадцы, которые живут в той стороне. Это опять же для тех, у кого чуткий сон, кто хочет куда-то сбежать от всех. Вот, пожалуйста. Тут еще одна комната.
Она используется как кабинет, я не буду туда заходить. Ну, еще одна комната, которая может быть спальней. И техническая комната. Здесь у нас находится, как вы видите, нагреватель для воды, оборудование, дополнительный насос для подачи воды. И ну, вот такая еще небольшая комнатка, которую можно использовать при желании, например, как кладовку тоже, если она нужна. Мне бы хотелось пару слов сказать о системе отопления. Здесь система отопления на дизеле или от каминов. То есть вы топите камин, и в каминах проведены трубки, которые подсоединены к радиаторам и к котлу. То есть камин нагревает нам воду, и вода у нас так же, как и при дизеле или при газовом отоплении, подается сюда горячая, то есть нагревается до 60 градусов. И таким образом мы топим дом через радиаторы, но с помощью дров. Если не хотите такую систему, есть еще система дизельного отопления. Ну и теперь я вас приглашаю обратно в сад и покажу вам тот самый секрет, который я припасла напоследок. Это наш Сан-Джорди или Святой Георгий, убивающий дракона. В Каталонии есть Сан-Джорди праздник. Это местный день всех влюбленных. Здесь 14 февраля не очень, ну празднуется, ну так. А день Сан-Джорди, он весной, в марте, по-моему, или в апреле, я дату всегда забываю. Но я ее не запоминаю, потому что мне не дают о ней забыть каталонцы. Этот праздник везде празднуется повсеместно. И по традиции в этот день девушкам, женщинам дарится роза, а мужчинам книга. По поводу участка хотелось бы отметить. Это еще один плюс именно этого объекта. Участок здесь 1,5 гектара, ну 16 тысяч, чуть больше, чем 1,5 гектара. И это очень редкое явление, потому что... Да, привет, ты хочешь с нами посниматься, да? Да, ты звездой хочешь быть, да, да, ты сладкий. Очень часто у нас в продаже появляются усадьбы, где по 50 гектаров земли, 100 гектаров земли и даже больше. И современному человеку, конечно, такое количество земли не нужно, потому что земля это вся сельскохозяйственная, пахотная. Что с ней делать? Построить ты ничего не можешь, а ухаживать ты за ней должен. Нужно периодически проводить чистку этой земли противопожарную. Поэтому 1,5 гектара земли – это очень классный размер. С одной стороны у вас максимальная приватность, большой кусок земли, с другой стороны он не чрезмерно большой. И как вы увидите потом дальше, там через дорогу поля, это тоже земля этой усадьбы. Поэтому, с моей точки зрения, размер участка этой усадьбы вполне себе корректный, нормальный, необременительный. Вот. А этот дружочек хочет, чтобы мы с ним дальше продолжали играть. Давайте проследуем дальше. Вот, кстати, это Мадонна, которая на Монсеррат. Вот этот камень, я не спрашивала у собственников, но это наверняка эти жернова. Их же использовали для перемолки. А сейчас их используют для декора. Виноград, апельсин. Это все плодовые деревья. Гранат, посмотрите, вот это тоже гранат. А вот какой шикарный гранат. Уже цветет. Ну, я думаю, тот, кто увлекается конным спортом, наверное, уже догадался, куда мы пришли. И это тот маленький, но очень важный секрет, который я оставила напоследок. Здесь можно держать вполне официально лошадей. Почему это важно? Потому что в Испании не на каждой земле, пусть у вас там хоть 100 гектаров, но если нет предписания, разрешающего сделать там конюшни, вам никто не разрешит там держать лошадей. Здесь это есть. Я прекрасно понимаю, что такой формат недвижимости в Испании, он для вас необычен, потому что Испания для всех – это море, пальмы, солнце, песок. Наверное, я думаю, все-таки я склонна верить психологам из журнала
которые написали вот статью, посвященную тому, что тишина, спокойствие и свободное время – это роскошь 21 века. На последнем конгрессе риэлторов, на котором я побывала в апреле, были представлены очень интересные данные. За прошлый год спрос на такой вид недвижимости, как усадьбы и сельскохозяйственные угодья, выросли в Испании в 4 раза. И я думаю, что как раз-таки это связано с тем, что люди устали от бесконечной суеты, от достигательства, от успешного успеха. И они хотят просто жить, наслаждаться этой жизнью, подальше от городской суеты, от туристов, как в случае с Коста-Браво, Испании. Поэтому, если вы тот человек, который выгорел, хочет отдохнуть, хочет сбежать от всего, но при этом жить недалеко от инфраструктуры и цивилизации, этот дом может вам идеально подойти. Мы находимся всего лишь в каких-то 30-35 минутах езды от аэропорта Жироны. До побережья Коста-Браво, минут 15. Кстати говоря, друзья мои, если мы поедем, выезжая из этого городка в Валь-дь-Обрега, не выезжая на трассу, проезжаем дальше по прямой, мы попадаем в мой любимый пляж Плая-де-Кастель. Тоже уютный, без отелей, в окружении заповедника. Вот от этого места до пляжа, 15 минут езды. Вы представляете, какая красота? То есть вы и здесь в тишине и в покое живете, и пляж у вас без туристов и без отелей. В общем, если у вас остались вопросы, пишите, с радостью отвечу, проведу вам визит в любом формате. И напоминаю, меня зовут Марина, вы на канале Дамлекс Realty, подписывайтесь на нас, нажимайте на колокольчик, оставляйте комментарии. И знаете, что здесь мы рассказываем о жизни в Испании, показываем самые необычные объекты. И если вы подпишетесь на нас, вы всегда будете в курсе самых горячих новостей из мира испанской недвижимости. А если вам нужен профессиональный совет человека с более чем 20-летним опытом работы в сфере недвижимости в Испании, вы знаете, куда обратиться. До скорых встреч. Пока-пока.